А на тебя строят планы. Кто же это? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, что я могу сказать, мальчишки? Вы настолько у меня такие, знаете, бережливые, экономные. Вы очень так как-то вот обдуманно, целесообразно относитесь ко всем тратам. Вы не будете сорить деньгами. Вы, возможно, даже занимаетесь, не таким простым делом, поэтому я не скажу, что деньги вам легко даются, поэтому еще и этот момент проигрывается, что точно сорить деньгами это не про вас. Хотя вот есть люди, которые считают, что вы, может быть, такой, чрезмерно экономный, да, чрезмерно уж не тратите. Хотя есть человечек в вашей жизни, на которого вы готовы потратить хоть все деньги мира. У кого-то это может проиграться ребенок, либо дети, да. У тех из вас, у кого появилась недавно любимая женщина, по-настоящему любимая, здесь тоже может проигрываться, что вы настолько вот витаете в облаках от любви, что готовы вот бросить все к ногам. Вообще вот вы, если видите по жизни, что к вам с открытой душой человек, если это касается женщины, да, если вы видите, что женщина точно так же отдается в отношениях, точно так же и заботливо, да, и внимательно, любяще относится к вам, здесь тоже вы никогда не будете жалеть. Хотя у вас по жизни бывают ситуации, вот именно почему-то мне идет именно из-за денег. Бывают конфликты, бывает, что вам попадались в жизни транжирки женщины, которые пытались вас всячески доить, поскольку, как я уже говорила, деньги вы не печатаете, они с неба вам не падают, поэтому как-то так очень вы структурированно относитесь ко всем тратам. Вы человек, который ужасно не любит эмоциональный холод. Вы сами очень такой, знаете, теплый, как сказать, душевный, да, тактильный, может быть, даже человечек. Для вас очень важен тактильный контакт, особенно если это касается любви. Даже, возможно, с детьми, там, с внуками. Для вас вот эти вот обнимашки, целовашки, это святое, да, вот потискать. И даже если у кого-то из вас уже дети выросли, все равно вы можете как-то, да, так по-дружески приобняться, там чмокнуть щечку, да. То есть для вас вот именно эмоциональное тепло, вот этот эмоциональный контакт, он для вас очень важен. Вы стараетесь держаться подальше от людей, которые, может быть, такие холодноватые в общении. Не любите вы таких людей. Давайте сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, вот как вы относитесь к людям эмоционально холодным, и были в вашей жизни вообще такие люди? У которых эмоций никаких, я не знаю, как зимой снега не выпросишь, которые сдержанные такие, реально вот как змея такая холодная, еще с жабами у меня почему-то ассоциация, я никого не обижаю, просто у меня такая ассоциация. Они же холодные, холоднокровные, да. Вы человек, который периодически требует покоя, иногда хочется, чтобы вас вообще все оставили в покое. Почему? Давайте уточним, почему. Потому что потеряно доверие, это во-первых. Во-вторых, хочется побыть вот наедине сам с собой, со своими мыслями. И даже многие из вас, возможно, стали более такие домоседы. Вот как-то вы цените все больше свой дом. Все больший кайф вы получаете именно дома. Не где-то там, как когда-то, может быть, да, вот посиделки были до утра, да, какие-то кафешки, там, рестораны и так далее. Вот сейчас вы все больше с возрастом начинаете ценить свой дом, свой уют. И неважно, даже если вы один сейчас живете, вот эта вот домашняя атмосфера,
но это для вас как крепость какая-то, это как тыл ваш. Ну вот реально вы так воспринимаете. То есть комфортнее всего вам дома. И где бы вы ни были, вы всегда с таким удовольствием бежите, мчите домой. Ну то есть это то самое место, где вы можете расслабиться, где вы можете отдохнуть. Ну и, конечно, кайфануть, как я сказала. Ваша жизнь, опять-таки, уже не первый раз сигнификация мне показана, что наполнена, может быть, у кого-то даже переполнена тайнами. С чем связаны эти тайны? Давайте в двух словах буквально. У кого-то эти тайны связаны с детьми, то есть не все вы знаете касательно детей. Опять же, у каждого это может быть своя ситуация, но уже когда-то подобное выпадало, что у вас есть, у кого-то, опять же, я делаю акцент, поскольку общий расклад, потому что, ну, такой вопрос довольно серьезный. Однозначно, у кого-то у вас есть подозрения по поводу того, что, возможно, это не ваш ребенок. Да, вы его любите, но вот где-то какой-то червячок сомнения у вас сидит. Возможно, вам кто-то шепнул. Возможно, вы сами заподозрили, ребенок там на вас вообще не похож, да. Но опять же, далее, у кого-то из вас еще может проиграться, знаете, ситуация, вот какие-то тайны, ну, скорее такие вот за спиной, кулуарные какие-то моменты еще могут быть по работе, то, что вы не знаете. Поэтому я вам просто маленький совет даю. Если можете, если понимаете, о чем я говорю, опять же, у кого какая работа, старайтесь как-то либо мониторить, как-то держать все под контролем, чтобы по максимуму знать, ну, знаете, как обычно есть в коллективе какой-то, ну, типа засланный казачок, да? Может быть, подружитесь с этим казачком, может быть, как-то по-другому разведайте. Вы должны знать, что о вас говорят и делают за спиной, потому что могут быть неприятности. Вот это именно такая тайна, ну, я не знаю, можно ее тайной, не тайной назвать, но то, что может привести к не очень хорошим последствиям. Другие тайны тоже у вас есть. Я просто вижу, вот энергетически вот идет, что вот ваша порой жизнь вообще была окутана тайнами. Вы не знали, с кем вы живете. Вы не знали эту женщину до конца, с кем вы живете. Вы не знали, что она творила на самом деле. Не буду в это влезать. Так, в двух словах сказала. Просто, что ваша жизнь переполнена была какой-то мистикой, тайнами. И вы до сих пор можете даже ломать голову по поводу каких-то вопросов. Давайте-ка посмотрим, кто же на вас все-таки строит планы. Так, смотрите, как интересно. У кого-то из вас может проиграться ситуация, что женщина, с которой вы либо были в отношениях, либо же жили, особенно, я подчеркиваю, особенно те, кто, может быть, после вот развода там, либо разрыва отношений, может быть, вы выросли вот по карьере, да, вот карьерный рост пошел. Может быть, вы более финансово обеспеченной стали. Вот именно скорее вас это будет касаться. Я сейчас и другие ситуации посмотрю, да, кто строит планы на вас. Смотрите, те, кто стали более успешными. Женщина, которая была с вами, она каким-то образом об этом узнала, разведала, проведала про это все, возможно, даже следит за вами. А поскольку вам же везет на таких любительниц денег, на любительниц красивой жизни, эта женщина попытается всякими правдами и неправдами вас вернуть, вот ваше общение вернуть. Еще раз делаю акцент, чтобы вы были, ну так скажем, предупреждены. Те, кто вырос по карьерной лестнице, по финансам, то есть у вас доходов стало больше. Вы можете себе позволить то, что раньше не могли позволить, да? В общем-то, вы понимаете, о чем я говорю. Далее. Кто еще строит на вас планы? В вашем окружении есть женщина, которая тайно влюблена в вас. В принципе, я вам скажу, что может у кого-то проиграться, что эта женщина вам тоже симпатична.
Она одинокая, она такая, ну, она, наверное, моложе, чем средний возраст. Может быть, плюс-минус лет 35, где-то так приблизительно. Опять же, это общий расклад, не забывайте. С этой женщиной вам, возможно, комфортно, легко просто общаться. Но вы для себя отмечаете, что да, она симпатичная, она какая-то вот она комфортная, она уютная, вам с ней хорошо. Вот с ней вы можете расслабиться. Даже могут у кого-то из вас появляться мысли, что вот бы хорошо иметь такую женщину, но вы даже не подозреваете, что она-то тоже о вас мечтает. Она тоже испытывает точно такие же чувства, которые вот у вас к ней, да? Ну, та же симпатия. Но только как-то вот она больше, что ли, может быть, более давно на вас подсела, если можно это так назвать, да? А более давно у нее проявились к вам чувства, симпатия. Она может чаще появляться на глаза, она может каким-то образом, может быть, если это по интернету, она может больше инициировать, чаще какие-то такие вроде бы безобидные разговоры, но для нее важно хотя бы такое пока общение с вами. Она не из тех женщин, которые будут за кем-то бегать, там как-то в наглую навязываться. Вот у нее все-таки есть такие планы на вас и надежды даже. Вот надежды, что вы все-таки сами ее заметите, вы сами захотите сделать такой вот шаг в ее сторону. У вас с ней, в общем-то, есть перспективы. Даже если вы понимаете, о ком это сейчас речь идет, вы активничать не будете, ребят. Достаточно часто у нас эта ситуация повторяется в раскладах, если вы заметили, да, вот какие-то ситуации у нас повторяются. Опять же, потому что большинство смотрит регулярно меня, за что большое спасибо. Плюс, может быть, еще у вас, ну, судьбы каким-то образом похожие, да. Поэтому даже не удивительно, что какие-то моменты из расклада в расклад переходят. И те ваши страхи, подозрения, сомнения, недоверие к женщинам, они точно так переходят. Это основной даже, наверное, момент, который переходит из расклада в расклад. Активничать вы не будете с ней, даже если и заметите. Да, будете продолжать пока по-дружески так с ней там общаться, либо переписываться, и только постепенно, постепенно, когда вы ее лучше узнаете. Когда как-то вот она вам больше откроется, что ли, вы потихоньку начнете доверять, потихоньку открывать свою душу этой женщине. Перспективы очень неплохие. У вас могут сложиться с ней достаточно длительные, серьезные отношения. Причем такие отношения, когда вот вы будете очень легко находить общий язык с ней. Вот в любых ситуациях. Это очень здорово, это очень классно, когда ты имеешь такого партнера, с которым ну, можно даже не договорить предложение, а человек уже сам за тебя договорит, либо же сделает то, что ты хотел сказать. Да, вот на автомате. Частенько бывает такая ситуация, да, вот один начинает говорить, второй заканчивает. То есть как будто на одной волне. Одни мысли, одни желания, одни цели. И это очень и очень здорово. Эта женщина строит планы на вас, и знаете, вот она нравится другим мужчинам, но она их как будто не замечает, потому что человечек такой постоянный, человек верный. А это очень-очень немаловажно, а вам это вообще будет очень сильно импонировать. Вы сами, в общем-то, заметите, что это за женщина, какая она. Вы сами заметите и такие косые влюбленные взгляды других мужчин. Вы увидите сами даже какие-то завистливые взгляды других женщин на эту женщину, вот, которая вам, ну, с которой вы общаетесь, да. Поэтому ваше сердечко будет оттаивать все больше и больше по мере того, как она будет раскрываться вам, по мере того, как вы будете общаться. Плюс вы найдете и общие какие-то моменты, может быть, даже похожие ситуации в жизни. Одни вкусы, одни цели, одни мечты. Поэтому, мои хорошие, очень такая классная женщина в вашей жизни намечается. Кто еще на вас строит планы? Смотрите, есть в вашем окружении еще одна дама, но это совершенно другая. Это помоложе. Она может быть даже более такая
харизматичная, более такая вот стервозная, мне хочется ее назвать. Она яркая, она может выделяться макияжем, одеждой, каким-то таким ярким, может быть, даже вызывающим поведением, хотя вам это особо не импонирует. Это женщина, которая, возможно, уже сейчас, вот она как бабочка порхает, ну так знаете, она вьется вот вокруг вас, пытается завлечь вас своей какой-то такой харизмой, красотой, хотя она действительно может быть очень хороша собой. У кого-то, ребят, это проигрывается уже сейчас, возможно, есть такая дама, вы понимаете, да, кто за вами бегает, увивается, постоянно пытается где-то с вами пересечься, ну так, наглая, вот у нее опознавательный знак, вот она наглая, она навязчивая, она, ну я не знаю, вот как ее даже описать, вот, ну, палец в рот не клади, в общем. Язык как лопата еще называют таких женщин. Либо же у вас уже у кого-то проиграется, да, такая есть в окружении, либо же вы поймете, ну, то есть в ближайшее время она появится, вот начнет увиливать за вами, начнет бегать за вами, то есть у кого как проиграется общий расклад. И несмотря на то, что вот она вроде бы такая вся из себя хорошенькая, вы для себя либо уже это поняли, либо поймете, да, у кого это в будущем проиграется, вы поймете четко, что вот такая женщина точно не для вас. И, может быть, даже у кого-то будут такие мысли, что ну как не увивайся, дорогая, вот с тобой я точно не буду. Ну, как бы такая вот приблизительно такая мысль у вас может появиться. Потому что для вас не важна, ну не настолько важна эта внешняя оболочка. Вы смотрите намного глубже, вы смотрите в душу женщины, поэтому вот эта вот красивая бабочка, которая порхает, либо же будет порхать возле вас, ну у нее шансов никаких. Вы для себя четко поняли, что, дорогая, ну да, ну ты красивая, ну ты фигуристая, там, да, ты такая манящая, сексуальная, но нам с тобой не по пути. Вот в таком плане. Поэтому, как бы она ни строила на вас планы, да, вот вы ей нравитесь, вы ее притягиваете. Но как бы вот, что бы она ни вытворяла вокруг вас, ну, не получится у нее ничего. И это еще раз говорит о том, что вот когда мужчины становятся старше, да, может быть, потому что более опытные, может быть, потому что обжигались, вы, ну, я думаю, вы подтвердите, можете даже в комментариях написать, вот согласны вы со мной или нет. Когда становишься старше и опытней, уже не так обращаешь внимание вот именно на оболочку, да, на фантик от конфетки, а уже больше смотришь в душу, уже ты смотришь в начинку, что в душе, да. Тебе важно не сама оберточка, а чем наполнен человек, правда ведь, ребят? Напишите, вы согласны со мной или нет. Понятно, что, конечно, крокодила никто не хочет, но внешность уже уходит на второй план, потому что, понимаешь, с лица воду не пить, и, ну, внешность это такое дело. Можно сходить к косметологу, можно разные там процедуры, косметика и все что угодно, и преобразиться. Тем более, что многие женщины не умеют у нас даже макияжем нормально пользоваться. Вот как-то то ли безвкусно это делают, то ли вообще кто-то не красится, не следят за собой. Ну а потом удивляются, почему на них не смотрят мужчины. Поэтому, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!